Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и данный видеоролик я бы хотел начать с небольшого лирического отступления. Не так давно, в ноябре, я со своими товарищами решил отдохнуть на даче. И, собственно, там мы столкнулись с очень неприятным обстоятельством. Мы замерзли. Почему же это произошло? На самом деле все очень просто. Старый дом, соответственно, старое печное оборудование, которым давно уже никто не пользуется. Однако данному нюансу мы не учли, и когда нам стало прохладно, мой товарищ пошел и затопил эту самую печь. Через некоторое время мы почувствовали запах гари и небольшое задымление помещения. Мы тут же все кинулись к этой печи и увидели, что дверца немного перекошена, и из топочной камеры просто летят искры в саму комнату. Мы все испугались. Кто-то побежал за водой, кто-то побежал за какими-то там полотенцами, чтобы это все дело потушить. Через некоторое время, конечно, все это потушили, но очень сильно, повторяюсь, испугались. И для нас это было действительно важным уроком, что нельзя топить старое оборудование, которое уже для этого не предназначено. После того злополучного дня я со своими товарищами твердо решил заменить эту старую печь на новую. И тут же мы столкнулись с огромным количеством трудностей. Первое – это незнание, где можно приобрести печь. Второе – это незнание рынка, что какую печь надо поставить, да, как она должна выглядеть, как там все это подключать и так далее. Третье – мы не знаем производителя, который действительно выпускает качественные печи. После продолжительных поисков в интернете мы для себя выделили несколько интересных сайтов, одним из которых был сайт компании Torma. На нем мы ознакомились как с самим печным оборудованием, которое изготавливает компания, так и с самой историей компании. Информация была очень для нас полезна. Мы узнали, что вот уже более 100 лет компания Torma является ведущим европейским производителем. И ее продукция, скажем так, распространилась по многим странам Европы. И также продается и в России. Мы этому обрадовались и решили начать именно исследовать с продуктов компании Torma. Параллельно тому, как мы искали информацию о печах, мы решили организовать небольшой проект в интернете, да, который, возможно, помог бы людям, таким же, как и мы, в поиске печи. Потому что продукт этот не совсем стандартный, да, и многие, я даже сказал, не многие, а огромное количество людей ничего о нем не знают. И мы в реальном времени, во время наших поисков, будем записывать небольшие обзоры, которые, возможно, вам, дорогие зрители, помогут в выборе своей печи. Друзья, сейчас мы находимся в северной части города Санкт-Петербурга, рядом с торговым комплексом «Дворец печника» компании «Домотехника», куда мы сегодня специально приехали, чтобы вам показать, а также увидеть самим печь Milano-2 компании Torma. Мы сделаем небольшой обзор этой печки. Собственно, сейчас не самая, скажем так, теплая погода, так что не будем мерзнуть и стоять на улице, и пройдем внутрь. Друзья, ну вот мы оказались внутри магазина «Домотехника», где нашему взору открылось огромное количество печей, каминов и прочего печного оборудования. Но сегодня мы пришли с одной целью – это посмотреть и сделать обзор на печь компании Torma Milano-2. Так что не будем стоять, идем дальше. Друзья, наконец мы добрались до печей компании Torma. Рядом со мной Milano-2, справа и слева также печи компании Torma такого же типа. Перед тем, как мы начнем обзор, я бы хотел акцентировать ваше внимание на некоторых особенностях упаковки. Начнем мы с этого значка, значок, означающий европейскую сертификацию. Будьте внимательны, все печи компании Torma проходят европейскую сертификацию. Чуть выше рисунок самой печи, еще выше название непосредственно компании и место и страны изготовителя. А сейчас я начну ее, собственно, и распаковывать. Друзья, перед тем, как мы подробно поговорим с вами о печи Milano-2, о ее спецификациях и особенностях, я предлагаю немного поговорить о дизайне внешней видеоустройства. Друзья, перед нами бежевая Milano-2. На сайте, кроме, кстати говоря, бежевого цвета, написано, что можно приобрести еще бордовую, белую и черную Milano-2. Значит, что мы видим? Мы видим такие немножко округленные края печи с одной и с другой стороны. Мы видим, вот это все у нас сталь, вот это у нас чугун. Из чугуна сделана верхняя поверхность, о которой мы поговорим немножко позже.
также из чугуна сделаны. Дверцы топочной камеры, кстати, вот мне нравится, что очень все плотненько, прям герметично, я бы сказал, даже все закрывается. И дверца зольника также все-таки очень хорошо все открывается, без скрипа, без всего и закрывается. Но о вот этих частях мы поговорим тоже немножко позже. Также вот этот рычажок, вот, о нем мы тоже потом упомянем. В общем, резюмируя, я могу сказать, что почему я для себя отметил печь Milano 2 на сайте компании Tormo, потому что вот это сочетание классического и современного стиля, мне кажется, практически в любом доме, в любом интерьере будет очень гармонично смотреться. Итак, с дизайном и внешним видом мы немножко уже разобрались, теперь давайте поговорим о габаритах Milano 2. Весит данная печка 72 килограмма и при высоте 890 миллиметров и ширине 380 печка достаточно является портативной. Да, у вас не возникнет никаких трудностей с перевозкой, не нужно будет заказывать какой-то специализированный транспорт, да, большие газели или какой-то такой типа транспорт. В принципе, печка помещается в легковую машину в районе заднего сидения без трудностей. Да. Также поднять печку 70-килограммовую не так и сложно взрослому человеку, но чтобы облегчить этот процесс, можно вдвоем, например, это сделать. Также не возникнет трудностей никаких при вносе непосредственно в само помещение. Да, все дверные проемы с легкостью вы обойдете и поставить сможете эту печь также достаточно быстро. Теперь давайте поговорим о тепловых характеристиках печи Milano 2. Печь способна топить от 35 до 90 кубических метров помещения. Беря во внимание ее небольшие габариты, она не займет у вас большого места, но будет способна топить средний по размерам загородный дом. А теперь давайте поговорим о выходе на дымоход у печи Milano 2. В принципе, он стандартный и равен 120 мм. И, кстати говоря, печка имеет такую функцию, называемую ее быстрый старт. Означает это что? Привезя в тот же день ее на свою дачу, к примеру, вы можете тут же ее начать топить, как только подключите ее к пожаробезопасному дымоходу. На слой пожаробезопасного делаю отдельный акцент, потому что, например, имея небезопасный и неработоспособный дымоход, подключая в нее новую печку, вы можете обрести множество проблем, это нарушение эксплуатации, а также это просто-напросто небезопасно. Кроме всего прочего, раз печка у нас повернута спиной, давайте поговорим об этой наклеечке. Тут опять же у нас значок европейской сертификации, да, год изготовления, страна и название завода. Друзья, а теперь давайте поговорим, из чего же, собственно, состоит печь Milano 2. Во-первых, эта сталь покрыта жаропрочной эмалью. Кстати говоря, на сайте компании Tormo написано, что данная эмаль разработана инженерами компании и является некой гордостью. Далее мы видим, что верхняя поверхность сделана из чугуна, а также дверцы топочной камеры и дверца зольника. Теперь я предлагаю подробнее поговорить о топочной камере. Друзья, теперь я предлагаю поговорить подробно о топочной камере и начнем мы с дверцы. Как я говорил ранее, дверца выполнена из чугуна, толщина которого равна 12 мм. Вот мне очень отдельно понравился механизм закрывания. Очень это происходит плавно и герметично, как я вот в самом начале сказал. Благодаря чему это происходит? Во-первых, вот сама ручка, она очень крепко и плавненько вот так вот, собственно, крутится и двигается. И благодаря вот такому вот колесику, скажем так, вот этот засовчик, вот если вы его видите, его можно вот так вот крутить. Благодаря вот этому происходит вот очень плавное и четкое закрытие вот этой камеры. Кроме всего прочего, дверцы, также на дверце присутствует и жаропрочное стекло, и также печка обладает замечательной функцией. Функция называется чистое стекло. Благодаря чему это происходит? Вот, если вы опять же увидите, вот тут такие круглые небольшие отверстия сверху и снизу. Через них, если вот мы заслоночку это отодвигаем, поступает в вот эту зону холодный воздух, который отталкивает огонь немного, и он не соприкасается напрямую со стеклом. Таким образом, стекло не коптится. Это очень здорово. Ну, мы очень часто можем увидеть на разных печках, ну вот вы задумайтесь или посмотрите, когда вам будет интересно, у друзей, например, или у знакомых, стекло коричневатое, значит, оно закоптилось и требуется уже его чистка. Вот благодаря этой функции чистка будет необходима крайне редко. Изнутри, грубо говоря, печка, она трехслойная. Первый слой, вот мы можем видеть, это шамотная керамика. Этот материал, он жароупорный, скажем так, жаропрочный. Он не дает напрямую огню соприкасаться с остальным каркасом топочной камеры.
за ним, соответственно, стальной каркас из высокопрочной стали, а за ним, скажем так, конвекционный кожух. Вот данная печка, она является конвекционного типа, и благодаря чему это все происходит. Вот внизу печки есть такие отверстия, они вертикально расположены, через них с пола поступает холодный воздух. Но, в принципе, физику никто не отменял, и мы все знаем, что теплый воздух поднимается наверх, холодный внизу. Таким образом, вот сюда всасывается холодный воздух, и, поднимаясь по этому конвекционному кожуху наверх, он также через отверстия, которые наверху присутствует, уже, скажем так, теплым поднимается наверх. Таким образом, помещение намного быстрее нагревается. Действительно, мне эта функция очень понравилась, это очень здорово. Во-первых, стоит отметить, что дрова укладываются в вертикальном, скажем так, положении, и рекомендуемый размер дров 40-45 сантиметров. На самом деле это здорово также, потому что все мы знаем, что в вертикальном положении дрова горят дольше. Таким образом происходит экономия, ну, скажем так, деревянного топлива. Кроме всего прочего, данная печка имеет функцию длительного горения. Что это такое? Сейчас мы закроем, для этого я вам объясню снизу, это будет проще понять. Друзья, на дверце зольника видна вот эта круглая крышечка. Она выполняет функцию контроля подачи кислорода внутри топочной камеры. Если отверстия полностью открыты, соответственно, кислород подается активно и происходит интенсивное сгорание топлива. Если же она полностью закрыта, таким образом кислород практически не попадает внутрь и огонь затухнет. Если же она отчасти открыта, то есть чуть-чуть, вот тут активируется функция длительного горения. Таким образом, уже кислород не так активно поступает внутрь топочной камеры, и дрова вместо интенсивного горения начинают тлеть. Таким образом, в чем польза этой функции? Во-первых, это экономия дров. Возможно, тепло не будет так активно распространяться, то есть градус будет, конечно, немножко ниже. Но, например, когда мы ложимся спать и не можем чисто физически подкладывать дрова. Вот тут эта функция просто незаменима, потому что у нас дрова тлеют, это происходит в течение достаточно длительного периода, это от 5 до 7 часов может происходить, да, и мы проснемся в уютном, теплом помещении. Или, например, мы поехали в магазин на долгий период, и нам также некому будет подкладывать дрова. Вот тут функция также будет незаменима и очень полезна. Друзья, теперь давайте поговорим о зольнике, ведь всем известно, что зольник это второй по важности элемент в любой печи. Давайте мы начнем с дверцы. Собственно, дверца у зольника, как и у топочной камеры, выполнена из чугуна, толщина которой 12 мм. Механизм закрытия и открытия ровно такой же, как и в дверце топочной камеры, поэтому на нем акцентировать внимание не будем. Но зольник у Милан 2 обладает своими фишками, о которых мы обязательно сейчас поговорим. Во-первых, это вот этот инструмент. Это ключ, благодаря которому мы вот так вот подцепляем совок для золы, чтобы не обжечься и не испачкать руки. Первый плюс – это большой отсек для золы. Если он большой, значит мы реже будем из него эту золу и вычищать. Это, конечно же, неотъемлемый плюс. Кроме всего прочего. Сейчас, момент. Кроме всего прочего, у нас еще тут имеется вот такой небольшой отсек. Для чего он нужен? Мы видим решетку, на которой, собственно, оседает зола из топочной камеры. Таким образом, мы с помощью этого рычажка принудительно сбрасываем с этой решетки золу непосредственно в этот совок. Почему это нужно? Потому что, вот, допустим, у нас тут оседает зола, и она забивает вот эти прощелины небольшие. И у нас просто-напросто перестает попадать надлежащим образом кислород внутрь. Потому что мы все знаем, что кислород в топочную камеру попадает именно из этого отсека. Таким образом, скажем так, зольник у Милан 2 меня особо порадовал. Он обладает несколькими функциями, достаточно редкой функцией, например, принудительного сброса золы. Поэтому это также огромное количество плюсов, и, собственно, мне он очень понравился. Друзья, а напоследок я оставил достаточно любопытную особенность печи Милана 2 – это варочная поверхность. Действительно, ее по достоинству оценят любители вкусно поесть и любители приготовить разного рода блюда. Но не так все позитивно, ведь зимой, за городом мы очень часто сталкиваемся с тем, что электричество то включают, то выключают, причем это происходит по непонятным причинам. Если нету света, то значит у нас не работает плита, значит не работает чайник. Мы не можем ни приготовить покушать, даже вскипятить воды порой бывает невозможно. Таким образом,
с Milano 2 мы забудем об этих трудностях, ведь всего лишь нужно что? Растопить ее и на варочную поверхность положить, например, сковородку и приготовить яичницу или какое-то другое более сложное блюдо. А когда мы не пользуемся печью, например, в летний период времени, мы вот так вот можем ее закрыть специальной защищающей такой пластиной, и наша печь Milano 2 превращается, ну, например, в тумбочку, на которую мы можем положить вазу, какую-то игрушку или какой-то либо другой декоративный прибор. Это здорово. Когда я узнал, что у данной печи есть варочная поверхность, я очень сильно обрадовался. И это действительно забавно и, ну, не знаю, это здорово. Друзья, пришло время срезюмировать все, что мы выше сказали, все, что мы потрогали, все, что мы увидели. Но начнем мы с дизайна. Дизайн действительно мне очень нравится, да? Дизайн такой не броский, он не бросается в глаза, и правильно мы говорим, что практически в любом доме она будет очень гармонично смотреться. С точки зрения качества сборки, очень тоже мне это понравилось, мне понравились вот эти мелочи, да, которые вот в виде ручек, и вот именно вот этого процесса закрывания, открывания, тоже достаточно симпатично. Мне понравилось несколько функций. Функция чистого стекла, функция длительного горения, функция принудительного сброса золы. Это все действительно такие бонусы, которых нету во многих других печах. Да, и поэтому я вот Milano 2 буду рекомендовать своим друзьям, потому что она как раз таки очень портативная, у них есть легковая машина, я думаю, если они ее купят, они с легкостью ее привезут и самостоятельно даже установят. Поэтому, что я могу сказать, мне очень понравилась эта печь, спасибо, что вы смотрели, спасибо нашему оператору, который все это снимал. Я обязательно в скором времени выложу еще какое-нибудь видео, да, тоже на подобную тематику. Так что оставайтесь с нами. Всего доброго.